Мистика и паранормальные явления всегда притягивали людей к себе, особенно бродячие призраки и полтергейсты. Мы покажем вам дома, где их можно встретить до сих пор. От мрачных замков с тысячами убитых до современных офисов, где трагичный случай заставляет мертвых бродить среди еще живых. А в конце будет отель, по которому снималось знаменитое «Сияние» Стэнли Кубрика. И поверьте, реальность ужасает даже больше фильма. В самом разгаре 19 века, когда роскошные мужские костюмы были его хлебом насущным, Оливер Фишер Винчестер внезапно решил переключиться с моды на производство огнестрельного оружия. Его винтовки и ружья вскоре стали неотъемлемой частью американской истории, даже именем нарицательным. Они пользовались такой популярностью, что принесли ему мировую славу, но, по мнению некоторых, и проклятие, которое обрушилось на всю его семью. Все началось с медиума, которого навестила невестка самого Винчестера после таинственных смертей ее мужа и свекра, произошедших с разницей в год. Но это было лишь последней каплей. До этого она лишилась собственной дочери, 15 лет, ища утешения в эзотерике. Медиум утверждал, что несчастья, которые стали преследовать семью Винчестеров, были вызваны призраками жертв, умерших от оружия, произведенного их фирмой. Чтобы избавиться от этого проклятия, медиум дал женщине совет – переехать из Коннектикута в другой штат и воздвигнуть там огромный дом с множеством комнат с целью запутать и отпугнуть призраков. Миссис Винчестер не просто следовала этим инструкциям, она верила, что ее жизнь зависит от того, продолжится ли строительство дома. По словам женщины, каждую ночь под покровом тайны и мрака дом менялся. Лестницы вели в никуда, двери, за которыми таилось нечто, и загадочные перегородки и проемы, в которые с трудом можно было бы втиснуться даже взрослому человеку. Винчестер старалась воспроизвести то, что видела после полуночи, постоянно видоизменяя планировку в реальности. И вот, когда миссис ушла из этого мира в 1922 году, в ее доме насчитывалось более 150 комнат, в которых сегодня могут блуждать любопытные посетители, и каждая комната несет свою уникальную историю и тайну, создавая ужасающий пазл. В самом центре Эдинбурга, на 133-метровой скале, возвышается Эдинбургский замок, место, которое в течение тысячи лет обрело целую армию призраков, но двое из них особенно выделяются своей любовью к музыке. Первый из них, безголовый барабанщик, является своего рода предвестником беды. Говорят, что именно он предупредил обитателей замка о приближении войск Оливера Кромвеля в 1650 году. Второй призрак – волынчик, исчезнувший без вести в лабиринте подземелий. Здесь во времена Семилетней войны британцы держали французских пленников, и духи этих несчастных до сих пор бродят в замке. Замок Эдинбурга также стал убежищем для нескольких четвероногих призраков. Собачье кладбище на его территории – место покоя для собак, принадлежавших офицерам гарнизона. Однако наиболее известной и необычной собачьей душой стал терьер по имени Бобби. Он провел 14 лет на могиле своего хозяина и даже удостоился памятника в свою честь, а теперь появляется в бестелесной форме. Но, как это обычно бывает, не все призраки в замке такие милые и приветливые. Мистер Бутс, призрак в старомодном костюме, треуголке и кожаных сапогах, представляет собой существо с весьма скверным характером. Он часто преследует туристические группы, дергает за их одежду, кидается камешками, закрывает перед гостями двери и особенно любит пугать молоденьких девушек. Но если тут все достаточно мирно, то вот следующее место действительно может напугать. Великолепный отель Гранд Хаятт Тайпей – место, где сервис на высшем уровне, но призрачные гости могут испортить даже самое приятное впечатление. Здесь, словно в фильме ужасов, встречаются загадочные шорохи, неприятное чувство преследования и неожиданные явления. Отзывами о гостинице обильно делятся в социальных сетях. Хороший отель, вот только призраки покоя не дают. Сервис отличный, но спать совершенно невозможно из-за каких-то непонятных шорохов.
Или еще «выходили из лифта, видели духа». Однако история этого места не просто загадочна, а именно ужасна. Отель Гранд Хаятт построен на месте, где когда-то стояла тюрьма времен Второй мировой войны. Это было место страха и мрака, где политические заключенные испытывали невероятные страдания и мечтали умереть быстрее. Скорее всего, именно их души, искавшие покой, возвращаются в этот мир в необъяснимых формах. Сотрудники гостиницы тоже становились свидетелями загадочных событий. Странные звуки, как будто голоса, шаги, смех и звон бокалов доносились из закрытых номеров без постояльцев. Внутри номеров стали происходить загадочные перемещения предметов. Даже уборщицы утверждали, что мебель может перемещаться. Приходишь на уборку, а кто-то выставил шкаф в проход комнаты. Обеспокоенное руководство отеля попыталось найти решение этой проблемы и обратилось к экспертам по фэншую. Те провели детальный осмотр здания и устроили ритуалы, разместив свитки с заклинаниями в стратегически важных местах, чтобы отпугнуть привидения. Однако, судя по тому, что пишут в отзывах, это решение не сработало, и история этой гостиницы еще не закончена. В самом сердце Праги, среди узких улочек и древних построек, скрыта удивительная тайна, связанная со Стороновой синагогой, старейшей из действующих синагог в Европе. Эта величественная постройка была воздвигнута в середине VIII века и окутана множеством легенд, но одна из них сияет ярче всех. Это история о големе Праги, гигантском глиняном человеке. В XVI веке пражский раввин Ехуда Лев бен Бецалель решил прибегнуть к магическим силам и создал голема, глиняного великана. По легенде, он сделал это либо чтобы защитить своих граждан, либо чтобы помочь в бытовых делах. Важной частью создания голема было вложение в его рот таблички с шомом, священным именем Божьим, и этот глиняный колосс ожил. Раввин Лев ежедневно извлекал шом изо рта голема, чтобы выключить свое творение, однако в одну из ночей он забыл это сделать. Голем отправился на улицу и устроил настоящую бойню, разрушая и сжигая дома. Раввину с большим трудом удалось успокоить голема. Он спрятал глиняное тело на чердак Стороновой синагоги и запретил кому-либо заходить туда. И это стало началом целой эпохи таинственных событий. Например, в 1940-е годы один тайный агент фашистской Германии, несмотря на запрет, попытался забраться на чердак синагоги и погиб в неясных обстоятельствах. Было еще несколько попыток найти голема, но все они заканчивались странными смертями. Жители Праги до сих пор верят, что каждые 33 года голем просыпается и ночью обходит еврейский квартал, и встреча с ним может иметь печальные последствия. В забытых уголках долины Луары хранится одна мрачная легенда, связанная с замком Chateau de Brissac. Этот замок переполнен историями, но одна из его темных глав рассказывает о кровавом двойном убийстве, произошедшем в 1462 году. Жак де Брезе, один из первых владельцев шато, вступил в брак с Шарлоттой де Валуа. В то время, как он отправился на охоту в пышных окрестных лесах, его жена осталась в замке. В одиночестве она решила немного развлечься с местным охотником. Связь была не мимолетная, практически 11 лет измен прошли незамеченными для Жака де Брезе. Но все изменил случай, когда слуга разбудил своего хозяина ночью, рассказав про бесчестную связь его второй половины. Та просто привела любовника в соседнюю комнату, пока супруг отдыхал. Без колебаний Жак де Брезе схватил меч, ворвался в спальню и зарубил соперника, а затем и саму Шарлотту. После этой кровавой драмы Жака де Брезе посадили в темницу, а Шато де Бриссак стал мрачным местом. Шарлотту теперь зовут «Дамой в зеленом», этот цвет был ей очень любим. Ее призрак несет мирное и молчаливое присутствие. Шарлотта является лишь перед мужчинами и чаще всего дарует им внезапные воспоминания о прошлой любви. Тем временем любовник Шарлотты, предпочитая женщин, также решил вернуться в мир живых. Он ищет своих жертв среди юных девушек, и те, кто хочет пощекотать свои нервы,
могут переночевать в исторических спальнях замка за 390 евро. Судя по отзывам в интернете, девушки иногда слышат горячее дыхание прямо на ухо. Эта история началась 1 февраля 1974 года, когда произошел ужасный пожар в Joelma Building, административном здании с 25 этажами. Огонь появился из короткого замыкания в климатической системе и мгновенно охватил здание. Ужасно, что внутри не было надлежащих средств пожаротушения и не было даже аварийных выходов. 300 счастливчиков смогли спастись, однако многие из них получили ожоги разной степени. Более 180 человек не смогли пережить этот кошмар. Причем 40 из них вынуждены были выпрыгнуть из окон, надеясь на чудо. Здание было разрушено, и восстановление заняло 4 долгих года. Сейчас оно полностью соответствует стандартам пожарной безопасности, но многие все равно его избегают. Сотрудники офисов, арендующих пространство в здании, жалуются, что вечером внутри слышны странные и непонятные звуки – стоны, вопли, шаги. Некоторые даже иногда ощущают запах гари. Невероятно, но есть свидетельства о том, что в прошлом на месте Joelma Building был колодец, где в 1940-х годах обнаружили тела жертв серийного убийцы. Это означает, что внутри современного здания может обитать не одно, а даже 2 поколения призраков. На самом краю Австралии, где море обнимает сушу, стоит маяк на мысе Хикс. Он известен как самый высокий маяк во всей стране. Но его слава не ограничивается только этим. История этого маяка началась в апреле 1947 года, когда заголовки местных газет вдруг заполнили загадочные новости о пропаже человека на мысе Эверард, как Хикс назывался в то время. Рассказывали о Кристоферсоне, смотрителе маяка, который выбрался в одиночку поставить ловушки на моллюсков и исчез бесследно. Спустя годы, когда эта таинственная история уже начала забываться, новый смотритель маяка пережил нечто странное. Однажды он услышал приглушенные звуки шагов. Зная, что в маяке в это время никого не должно быть, он реально испугался. Шаги казались тяжелыми и одновременно нечеловеческими. С тех пор маяк посещает призрачный обитатель. Он топает, пыхтит и даже, как утверждают, заботится о маяке, иногда полируя его дверные ручки. Такие мистические события стали неотъемлемой частью жизни на мысе. Ежегодно сюда приезжают сотни туристов, не просто насладиться потрясающим видом с вершины маяка, но и чтобы услышать звуки, издаваемые его бестелесным посетителям, смотрителям. И бизнес процветает, территорию вокруг застроили небольшими домиками и бунгало. Стоимость проживания варьируется от 100 до 330 австралийских долларов за сутки, но для менее требовательных посетителей есть кемпинг. Миртовая плантация известна своей жуткой славой и страшными историями о призраках и представляет собой одно из самых мистических мест в Соединенных Штатах. Старинный дом, построенный в далеком 1796 году генералом Дэйвом Брэдфордом, стал известен не только своей долгой историей, но и темной тайной, связанной с дочерью генерала. В доме Брэдфордов жила рабыня по имени Хлоя, и она далеко не была безобидной. Она любила подслушивать разговоры и копаться в семейных секретах своих хозяев, однако однажды ее подловили за этим занятием. Для того, чтобы раз и навсегда остановить ее навязчивое желание лезть в чужие тайны, хозяин дома принял чудовищное решение. Он отрезал ей ухо. Этот акт устрашения привел к тому, что Хлоя, вынужденная теперь скрывать свою уродливость, постоянно носила платок, закрывающий голову. Но она затаила в себе гнев и жажду мести. Хлоя решила действовать радикально. Она испекла пирог с ядовитыми листьями олеандра и предложила его семье генерала. Жертвами стали его жена и 2 дочери, погибшие в агонии от яда. Девушку линчевали другие рабы из-за страха расправы. С тех пор ее призрак бродит по дому и окрестностям. Покойные члены семьи также остались привязанными к этой страшной истории. Они оставляют отпечатки пальцев на мебели, прячут вещи постояльцев и даже являются им в зеркалах.
И хотя историки не советуют воспринимать эти легенды всерьез, туристы и постояльцы усадьбы охотно делятся своими ужасными впечатлениями. На улице Лаврентия Берии в Москве есть старинный особняк. Сейчас дом отдан под посольство Туниса. Место достаточно живописное, но таинственное. Раньше это был не просто дом, а крошечная крепость собственности Лаврентия Берии, главы НКВД. Одного из самых загадочных и страшных персонажей в советской истории. Берия обосновался здесь в конце 1930-х годов и, по слухам, управлял этим особняком до своей таинственной смерти. Множество легенд витало вокруг Берии, но особенно впечатляли рассказы о его отношении к женщинам. Говорили, что он был настолько влиятелен, что мог буквально похищать женщин, которые ему понравились. Считалось, что он мог подъехать на своем автомобиле к какой-либо девушке и просто силой утащить в свой дом на Малой Никитской. Более того, слухи гласили, что многие женщины исчезали бесследно. В окрестностях особняка также происходили загадочные события. По нескольку раз в месяц поздним вечером появлялся невидимый автомобиль, в котором хлопали дверцы. Вслед за этим раздавались незнакомые голоса, а затем внезапно сдавленный женский крик, и вновь густая ночная тишина. Множество странных событий происходит и сейчас внутри нынешнего посольства. Документы исчезали из сейфов, бумаги взлетали и кружили в воздухе, а в коридорах сотрудники периодически видели призрачный силуэт бывшего хозяина этого странного дома. Существует даже легенда о том, что в подвале особняка нашли орудия пыток, хотя подлинные доказательства так и не были предоставлены, ведь многое из советского прошлого строго засекречено. Эта история получила огласку в 1997 году, когда на экраны вышел мини-сериал с пугающим названием «Сияние». Многие зрители знают о страхах и ужасах, которые пронизывают этот фильм. Но мало кто знает, что некоторые его сцены были сняты в живописном отеле Стэнли. И по слухам, именно атмосфера этой гостиницы послужила вдохновением для Стивена Кинга, когда он писал свой знаменитый роман. Началось все с жалоб поваров, которые утверждали, что из бального зала, что находился прямо над кухней, доносятся звуки веселых гостей, хотя фактически там не было никого. Позже в самом отеле появился некий невидимый музыкант, который вечерами играл на фортепиано. Гости тоже говорили о паранормальных явлениях. Ночью их будили звонкий детский смех, а некоторые дерзкие полтергейсты даже подшучивали, швыряя мелкие предметы или осторожно укладывая одеяло, будто заботясь о ком-то невидимом. Владельцы этой гостиницы приняли неожиданное и смелое решение. Они не стали прогонять призраков, а наоборот, постарались вовлечь их в свой бизнес. Став настоящей достопримечательностью, они предлагают своим гостям уникальный опыт, который невозможно найти где-либо еще. Владельцы рекомендуют номера, где активность потустороннего достигает пика, включая комнаты 407, 428, 1302 и 217, последний из которых ночевал сам Стивен Кинг. Таким образом, эта гостиница стала не просто местом для ночлега, а настоящим путешествием в мир паранормальных приключений, предлагая своим гостям уникальный шанс почувствовать настоящую атмосферу мистики и тайны. Как вы можете понять, призраки сейчас отлично монетизируются, поэтому вероятность того, что вы действительно можете встретить что-то потустороннее, достаточно мала, но не бывает дыма без огня. Что-то определенно есть вокруг нас. Спасибо за просмотр.